Ну, вот мое состояние близкое, в общем-то, к истерическому. Мы уже давно на «Титанике». Как прекратить эти страдания? Совет от Игоря Рыбакова. Покупайте поддельные паспорта в аэропорте через VIP-зал. И все шито-крыто. Это спасет вам жизнь. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет, друзья, и снова новости. Такие новости, которые меняют нашу с вами жизнь навсегда. Дослушайте до конца, потому что будут не только новости в этом выпуске, но и конкретные рекомендации, что делать с деньгами, куда инвестировать, откуда изымать деньги. Выпуск будет насыщенный. Поехали! Новости иммиграции. На КПП Верхний Ларс, это на границе России и Грузии, развернут мобилизационный пункт. Ну, то есть военкомат, одним словом. Вы знаете, там просто дикие очереди из желающих перейти границу. Они не могут перейти границу, потому что пропускная способность вот этого погранпункта, она вот ограничена. Вот. Так вот, что придумали военкомы наши. Они прямо на этой границе вот и поставили военкомат. И там же проверяют, кто внесен в список мобилизуемых, ну и сами дальше знаете что. Больше 5500 машин стоит на этом переходе. Власти разрешили пересекать пешим образом границу. Продолжаем далее. Казахстан ведет переговоры с Россией из-за роста числа приехавших россиян. С 21 сентября в Казахстан приехало 98 тысяч россиян. Президент Казахстана Токаев заявил, он будет звонить Владимиру Путину и сообщит ему лично о том, что такого наплыва никогда не было, причем все люди-то приезжают квалифицированные и так далее. Мне кажется, у Казахстана просто буквально манна небесная, столько рабочих рук, столько специалистов и так далее. Вы знаете, с начала этого года, например, в Грузию приехало очень много тоже россиян. Так вот, в Грузии сейчас экономический рост. Прогнозируется экономический рост 6-8%. Как вы думаете, почему? Так прилив, когда население, причем квалифицированного и так далее, да, экономика растет. Поэтому в Казахстане, я уверен, в следующем году экономика вырастет. Но не только в Казахстан едут сейчас россияне, да, и не только едут, и не только пешком идут, и не только на самокатах и на велосипедах, а еще и уплывают. Мужчина, личность которого не раскрывается, пытался попасть в Эстонию в ночь на 26 сентября. Около часа ночи он на сабборде пересек границу в устье реки Нарва. Саб поставил и веслишком и так далее, и в Эстонию, да. А пограничники эстонские его схватили и вернули обратно. Раньше я сообщал вам, что Эстония вообще россиян не пускает практически. Это раз. Но этот мужик взял где-то саб, чемодан, как-то притащил этот саб, значит, на реку и поплыл в ночи, значит, темно там и так далее. А эти погранцы, они там в приборы ночного видения его там увидели, разглядели и дождались, когда он высаживался, швартовался, они вот цап-царап, представили? В общем, ладно, ребят, на самом деле выглядит сейчас смешно, когда мы сидим тут у телека, там, слушаем там это дело, вот когда Рыбаков рассказывает, а представьте того чувака, который готовился к этой экспедиции, несколько дней его схватили. Вы можете представить себе его самочувствие? Поэтому, если вы разрабатываете какие-то пути, рассказываю один. Я тут натыкаюсь в интернете на Darknet купить паспорт. Так там все что угодно. Паспорт купить и так далее. Причем стоит 700 евро. 700 евро! Причем паспорт любой европейской страны, Америки и так далее. Я вот думаю, реально, что ли, существует такой вот рынок вот этих черных нелегальных документов? А ежели так, так и что? Из Даркнете заказал, получил паспорт и спокойно, как белый чувак, в аэропорте через VIP-зал пересекаешь и все. Я не рекомендую такой подход, я вас предупреждаю, за это вас ждет уголовная ответственность. Но я вот наткнулся в интернете, причем реклама была: покупайте поддельные паспорта, это спасет вам жизнь. Что? Как у нас мир нынче устроен? Я вообще не понимаю. Со времени объявленной мобилизации прошло 5 дней. Паника только нарастает. Вот эти вот столпотворения людей, которые пытаются пересечь границу, да? Вот эти вот 100 тысяч уже людей, приехавших в Казахстан, вот это вот чувак, который на САПе там в Эстонию пытается эмигрировать, все это следствие этой паники. И понятное дело, что
Хочется, чтобы паники стало меньше. И вот Минцифры опубликовала список из 195 специальностей, которые дают отсрочку от мобилизации. Внимание! В список вошли не только IT-специальности, но и дизайн, журналистика, реклама, связи с общественностью и много-много других профессий. Я повторяю, 195 специальностей. Поэтому срочно идите на сайт Минцифры, находите документ, находите свою профессию. Но помните, друзья мои, однако, если на сайте Минцифры в этом списке вы обнаружили свою профессию и думаете, все шито-крыто, знайте, это не закон, это просто список Минцифры. Как реально будут трактовать военкомы, да, вот эти вот все ведомственные распоряжения, это покажет реальная практика, поэтому пока губу особо не раскатывайте, будьте все-таки внимательны и осторожны. Практика приходит сильно позже. Интерпретация у всех разная. Вот одного военкома, я слышал, информация, даже уже уголовное дело на него завели и посадить хотят, потому что он слишком творчески интерпретировал законы. Поэтому, ребят, практика сейчас будет складываться, и моя задача — держать вас в курсе, чтобы вы владели самой действенной практикой и могли воспользоваться ей для себя. В Госдуме сообщили подробности законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных. Но напомню, что это именно проект закона. Закона еще нет. Уже 5 дней с момента мобилизации прошло, 6-й пошел, да? Закона все нет, паника, видите, большая, поэтому хотелось бы, чтобы законы все-таки поспевали за изменением реальности, да? Итак, закон о кредитных каникулах для мобилизованных в случае его принятия будет распространяться на, внимание, потребительские и ипотечные кредиты в течение всего времени проведения специальной военной операции. Мы пока прописываем нормы до 31 декабря 2023 года. Это дает представление о сроках специальной военной операции. Рассчитываем, что быстрее все закончится. Лимиты по кредитам, на которые планируется распространить каникул, пока не установлены, но предполагается, что будет где-то 12 миллионов рублей. То есть, если у вас кредит больше 12 миллионов рублей, то это вы как-то уж сами там давайте, да. А вот если меньше, то вы попадаете под возможный закон. Я не знаю, что тут радоваться, мне кажется, давно пора принять было эти вот поправки и все. Вот. И на самом деле вот на 2-й день после объявленной, значит, мобилизации надо принимать такие законы. Что тут думать-то? Конечно же, нужны рассрочки, все эти каникулы и так далее, и точка. Центральный банк установил курсы валют на 27 сентября. Курс доллара 58 рублей, курс евро 56 рублей. Евро уже дешевле доллара. Это вообще когда такое было вообще? Каждый взгляд — одно расстройство. Вот видите, я сейчас взглянул, опять такой все там пересчитал, думаю, там упало, там это самое. И что мне это дает? Слушайте, давайте так, без паники. Мы уже давно на Титанике, да? Эксперты говорят, что Минфин планирует уронить рубль, ибо уже все достало. Дело в том, что такой курс, он, во-первых, останавливает экспортные отрасли, ну, те, которые все еще есть, да, их не так много, но они есть. А во-вторых, такой курс очень сильно бьет по наполнению бюджета. Ведь те валютные доходы от вывоза, значит, сырья, да, когда экспортер, значит, превращает эту валютную выручку в рубль, ее не так много получается, да, и так далее. Ну, то есть это такая уже вот история. Вот поэтому смотрите, ребят, внимание. Эксперты говорят, что Минфин планирует уронить рубль, а я вам четко скажу, в проекте бюджета предусмотрен целый 1 триллион рублей на скупку долларов и евро. Для чего? Чтобы делать валютные интервенции, чтобы ослаблять соотношение вот рубль-доллар. То есть такой сильный рубль — это очень невыгодно ни для бюджета, ни для экспортеров. Вообще непонятно, для кого он выгоден. Для тех, кто за границу собирается и все сейчас продает, знаете, все распродает, да, собирает вот доллары, евро и уезжает. Вообще очень выгодно, да? Ну, вот слов нет, короче, вы поняли. Я вообще говорю, с весны уже об этом говорят, что такой курс, ну, неприемлем. Вы знаете, Технониколь раньше вывозил за рубеж огромное количество товаров. Более того, товары Технониколь в Европе, в Польше там, и так далее очень ценятся. Но при таком курсе евро мы не можем его туда привезти, понимаете? Вот и все. На 100 миллионов долларов мы
вывозили, так сказать, в Восточную Европу, а сейчас осталось 20%. 75-80 рублей за доллар или евро, вот что нас, скорее всего, все-таки ждет где-то вот поздней осенью к зиме. Поэтому, если кто-то хочет долларишек, так сказать, в погреб положить или евриков, да, закупайте сейчас, потому что осенью, зимой будет на 20%, а то и 30% дороже. Яндекс йог, Алроса йог, Башнефть вообще, Роснефть. Я на эти цифры даже смотреть не хочу. В общем, ребят, мир, все акции тоже, все красное. В Америке, в России, везде, по всему миру все сдувается, знаменитый пузырь. Последние 10 лет все надувалось, теперь все. Кстати, сейчас акции российские, если так можно называть, они находятся на исторически самом низком уровне. Вот по сравнению с капитализацией фондового рынка в России, да, и если это соотнести с денежной массой в России, да, то это исторически самое дно. Поэтому на самом деле непонятно, если поставить на то, что это вот дно и дальше будет отрастать, то время закупаться. Однако дно ли это? И может пойти и дальше, да, на дно, другое дно. Двойное дно же бывает, тройное. Как вы думаете, что я буду делать? Конечно, закупаться. Надо же, как это стандартный прием, когда такие убытки продавать вообще нельзя, фиксируешь убытки. Когда такие убытки, надо докупать, чтобы усреднять позицию. Единственная проблема, что если падать будет дальше с такими же темпами, придется еще закупаться, а денег уже нет. Мое состояние близкое, в общем-то, к истерическому. В этом, вот в таком многообразии поступающих сообщений сохранять, нормальное состояние вряд ли возможно. То есть можно только вот, давайте так, верить в то, что, мы же много раз проходили такое состояние и выходили на плату. Поэтому я в это верю. Ребят, вот я вот тут вот там много чего рассказал про биржу, а теперь так скажу. Если вы все-таки инвестируете, вкладываете или смотрите новые направления, куда инвестировать, то для вас вот этот вот перечень конкретных рекомендаций будет очень полезен. Поехали. В первую очередь надо исключить любые попытки брать кредитные плечи. Волатильность курсов, вот это вот колебание такое, что у вас вот эти вот все вот эти вот рычаги могут в любой момент, ковенанты сработать, и у вас будет полная потеря, еще должны останетесь, поэтому никаких кредитных ресурсов. Это раз. Второе. Не поддаваться панике, если ваш портфель вдруг просел на 25%, не дергаться и не фиксировать убыток. Ни в коем случае. Действительно, ты когда смотришь на эту красную цифру, она обычно окрашена в такой лиловый, да, алый цвет красный, ты думаешь, как прекратить эти страдания? Как прекратить? Продать, зафиксировать убыток. Так вот, не смотрите на свои портфели. Вот я сейчас смотрел, мне было реально плохо, поэтому я взял, закрыл, говорю, все. Через год восстановится или через 3 года, но он точно восстановится просто по причине инфляции или чего-то. Просто подождите. Ни в коем случае не смотрите на эту цифру, не дергайтесь в панике, избавиться от страданий. Просто закрыли свой компьютер, закрыли свой телефон и все, не смотрите туда. Ясно? Третье. Стоит избегать перекредитованных компаний. Те компании, которые просто в долгах, как в шелках, и у них все пока нормально, в любой момент банки могут отозвать им линии, и эти компании идут в банкрот. Ваши акции просто обесценятся в ноль. Если вы не можете читать отчетность про компании, акции, которые вы хотите купить, то вообще вам не надо закупать акции. Запомнили? Четвертое. Не стоит влезать в доллары и евро, хранить их на счетах и так далее. Дело в том, что в российской зоне евровские, долларовские, фунтовские все валюты недружественных стран, которые учитываются на корсчетах зарубежных банков, в один день могут быть просто заблокированы. И банки, брокеры и так далее не смогут выполнить свои обязательства перед вами. Вы на долгие годы, ваши активы будут заморожены. Поэтому следует избегать, если вы в России инвестируете, да, работы в долларах, евро и так далее. Если вы хотите все-таки доллары и евро, лучше тогда работать с каким-нибудь зарубежным брокером и держать эти свои остатки на его счетах. Пятое. Не стоит увлекаться только лишь акциями, следует равномерно разложить свои деньги, может быть, в облигации тоже.
Да? Дело в том, что перспектива дивидендов у традиционных даже дивидендных акций призрачная. Многие компании буквально в последний момент отменяют дивиденды, говорят, в этом году нет. Если в 2022 году дивидендов не было, что вы думаете, в 2023 будут? Нет. Поэтому раскладывайте часть своих денег в облигации, доходные, бумаги, или, может быть, даже в депозиты. Да, следует мириться с меньшей доходностью, но эта меньшая доходность вам позволит сохранять деньги в моменте, если тем более вы предполагаете краткосрочный или средний срочный срок инвестирования, то это очень разумно. Шестое. Рынок недвижимости сейчас точно не лучшее инвестиционное решение. Цены будут точно падать после трехлетнего дутыша. Вот последние 3 года цены, например, в Москве выросли со 150 тысяч за метр до 500. 3 раза. И этот дутыш, по разным причинам сформировался. Так вот сейчас платежеспособный спрос резко сократился, куча людей разъехались где-то по всему миру и выставили свои квартиры на продажу. То есть сложилась целая череда факторов, что в 2023 году цены либо будут стоять на некоторые типы недвижимости, а на некоторые будут падать. Поэтому в 2023 году нас ждет обострение этого ценопада на рынке недвижимости. Кстати, неплохое время для того, чтобы прикупить по дешевке какую-то квартирку. Дождитесь. Но точно сейчас не надо идти на какие-то рекламные акции этих кто продает квартиры, купи со скидкой и так далее. Ребят, скоро эти скидки увеличатся. Вы можете уторговывать вашего продавца очень сильно на специальную скидку и так далее. И когда вы уже договорились на цену, приходите такие и говорите, потрясите котлетой кэша и скажите так, и еще 20% специальная скидка, или я ухожу, и вы получите согласие со стороны вашего продавца. Важнейшая новость выпуска в том, что приложение ВКонтакте было удалено из App Store. Все, теперь ВКонтакте вам недоступен только с сайта и только пока на андроиде, Поэтому у меня лично приложение ВКонтакте, стоит в моем смартфоне, но как я буду быть, если у меня изменится телефон и так далее, все. Я не знаю, как я теперь буду жить без приложения ВКонтакте. Правда. Я чувствую себя просто изнасилованным, Шутка, конечно, но это все прикольно, конечно. Как эта хрень, может повлиять на качество нашей жизни. Ребят, дожили, убрали приложение смартфона, и нас уже нам неприятно. Что это такое вообще? А что в аэропортах? А в аэропортах очередное продление запрета на полеты. Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь и Листа. Поэтому в эти города вы можете только пешком, на самокате, на велосипеде или на поезде, в общем, или, может быть, нетрадиционные какие-то виды, на САПе, по речке и так далее, но на самолете пока нет. В общем, все здесь стабильно, прямо страна чудес, все стабильно. Как запретили в феврале полеты, так все, так и нельзя туда летать. Авиакомпания Turkish Airlines тем временем отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря. Что происходит, непонятно. Вроде с Турцией это последнее окно, через которое можно полететь куда-то, правда, еще Дубай, наверное, такое окошечко, но тем не менее, неприятно, когда Turkish Airlines отменяет рейсы. Совет от Игоря Рыбакова. Сейчас очень дорогие цены по некоторым направлениям. Просто, если вы куда-то собрались, слушайте, отложите поездку до того времени, когда билеты подешевеют, например, и так далее. То есть пользуйтесь моментом, сейчас такая ситуация спекулятивная, и уж точно на рожон лезть не стоит. В наш век этой неопределенности лучше перебздеть, чем недобздеть. И напоследок я вам хочу сказать, что Москву накрыл сегодня с утра густой туман, и, видимо, он не будет отпускать всю Москву до самого вечера, поэтому в тот момент, когда этот выпуск уже будет на канале Ютуба, вы можете взглянуть на улицу, а там все еще будет густой туман. Правда, этот густой туман не только на улице, он и в наших головах поселился. Поэтому мы все сейчас окутаны какой-то этой обволокой. Что будет, мы не знаем. Как что случится, мы тоже не знаем. Единственное, мы знаем следующее. Если мы посмотрели выпуск Игоря Рыбакова, то настроение наше улучшилось. Мы видим, что мы продолжаем жить, что мы поддерживаем друг друга и
Давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.